G5 Pro V2 это геймпад, контроллер на вот таком вот донгле от Машинники или Машинайк, или вот как вы его назовете, разбираться будете сами. А этот геймпад, наверное, один из самых, знаете, аккуратно вытонченных, сделанный для точного прицеливания. Вот как бы я его назвал, после того, как я его поиграл на нем. Он мультиплатформенный, поддерживает огромное количество платформ, поддерживает разные типы подключений. И что это за геймпад, сколько он стоит, а за его цену он действительно неплох. Будем разбираться в этом обзоре. Для компьютеров, ТВ-боксов, Nintendo свитчей, для смартфонов, планшетов и тому подобное. Конечно же, для всего. Короче, и для Steam, и для Xbox. Короче, поехали на канале Технозон. Технозон. Итак, смотрите. Распаковал, тут сразу не говорят RGB, это, конечно же, G5 Pro V2 версия. И тут у нас, в принципе, ничего на коробке больше интересного нет. Внутри блистер, вот такой вот, здесь был донгл у нас, есть донгл 2.4, это очень хорошо, самая низкая задержка. Есть инструкция, тут, в принципе, есть ссылочка на приложение по настройке, есть наклейки, кому они нужны, непонятно, но сам по себе вот такой вот Машиннике, или давайте, Машинайк или Машиннике, кто как называет вообще такие геймпады. Смотрите, у него съемные панели. Панели можно попробовать найти заменные, потому что есть разных цветов. На магнитах, либо не на магнитах, а на чем? Да, на магнитах, видите, неодимки стоят маленькие. Почему? Потому что у нас здесь съемные вот эти вот депады, да, они съемные. Это мы еще с вами сейчас посмотрим, как там у нас заявляются. И что самое интересное, смотрите, дизайн. Дизайн классический, Xbox подобный. У нас есть вот такие вот аналоговые, как они говорят, именно с холл-эффектом, либо не с холл-эффектом. Опять же, сейчас пойдем почитаем и посмотрим. Но они достаточно мягкие, они прям, смотри, они прям такие вот податливые, резиновые. Есть кнопки оптические, эти тоже. У нас курочки, при этом курочки с фиксаторами, то есть мы можем их делать именно кнопками, можем делать курками. Сразу бросаются в глаза, LB, RB, это все стандартно, сразу бросаются в глаза кастомные M1, M2, необычное решение, то есть можете играть и перехватывать еще два дополнительных. Есть еще у нас под лепестки вот такие вот подпальцевые, видите, тоже кастомные. Есть переключатель режимов, у нас есть, видите, смартфон, потом Nintendo Switch, персональные компьютеры, 2,4 ГГц, как бы универсальное решение для ТВ-боксов подходит и для тому подобное. Кстати, включился RGB подсветочка, кнопка центральное управление, есть вот такой вот депадик, у нас есть индикатор зарядки, как мы видим, да, это у нас сейчас идет сопряжение с Bluetooth. То есть у нас сейчас включен смартфон для того, чтобы мы могли подключить именно смарт и настроить. Но об этом чуть-чуть попозже. С кнопки все остальные стандартные, дизайн действительно прикольный. Сидит в руке очень удобно. Они сохранили полностью форму и дизайн именно Xbox геймпада. Есть асинхронные моторы внутри и есть вот эти вот разъемы под док-станцию. Док-станцию советую покупать сразу с док-станции, потому что у нас идет заряд через тот же самый Type-C-шку. Все, ребят, пошли дальше тестировать. Распаковочку увидели, а теперь посмотрим конкретно, вот что нам заявляется производитель. Я вот советую сразу же брать именно с док-станции. Это очень удачное решение для док-станции. Есть беленький, черненький, и вообще с учетом съемной крышки я бы советовал не знаю, может быть, поменять цвет, может быть, прозрачный он все равно смотрится просто охренительно. Что я могу сказать? Стоит $45, ссылки в описании под видео, есть промокодик, там, если вы на aliexpress.com, только для него мы промокоды даем. И, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А что нам заявляется сама компания? А тут очень интересно. Смотрите, разрешение джойстика, это то, на чем я хайлайты сразу вижу. 4.096 это градации в каждую из полусторон. Мы обязательно проверим это все. Есть RGB подсветка. Вам лисичка еще вставки наснимает по RGB подсветкам. Оптические микросвечи. Теперь кросс-кейсы, это, ух ты, Кайхуа, тактильные свечи. Это неплохо. При том, что у нас здесь 600 мА батарейка,
Асинхронные моторы. Ну, они тут, конечно, дофига расписывают разных приколов. Давайте посмотрим хайлайты. Очень интересно. Так, а ну, стоп. Вот хочется увидеть, что они тут пишут. Заменяемые, ну это я вам уже говорил, заменяемые сами аналоговые джойстики. Курки оптические, да, двухпозиционные, смотрите, линейные и стабильные. И плюс у нас еще и заменные. 4 оптических микромоушена. Видите, они тоже оптические, вот эти вот свечи, которые под кнопками. GS20, GH20 Hot Swap джойстики заменимые. Вот это, кстати, прикольно, я вам серьезно говорю. Они не холл, по-моему. А ну напишите, кто знает, GH20 это с датчиками холла или нет. 1000 Гц опроса, 1 миллисекунда ультра низкая задержка, это в это я верю. 4К разрешение, но это имеется в виду градация 4096. 4 кнопки макро, мультиплатформенная совместимость, включая Nintendo Switch. Гироскоп есть, соматосенсорика и еще у нас там еще K-Linker 2.0. Ладно, слушайте, дофига всего понаписывали. Конечно, мне интересно, вот как они, вот эти вот GH20, они по идее с нулевыми, абсолютно с нулевыми мертвыми зонами. 10 миллионов нажатий, 0,3 миллиметра ход нажатия. Охренеть. Да, они с эффектом холла. Вот эти вот GH20, они с эффектом холла. Прям интересно, слушайте. Да, еще и можно 4 разных типа контроллера поменять, да, на хот-свопе. Как мы видим, 320 GF, Light Dumping идет, Smooth and Fast, потом средний дампинг, потом у нас есть стандартный дампинг, нативный, и тяжелый дампинг. Слушайте, ну, можно, в принципе, поизвращаться. Смотрите, они действительно заменные. Это все регулируется конкретно в приложении. Очень все круто, очень все хорошо. Ссылки в описании под видео. Вот здесь они еще дают какие-то значения, которые нам уже, откровенно говоря, не интересны. Нам хочется их проверить побыстрее. Я предлагаю сейчас перейти на TV Box. Очень важный момент. Там есть классное приложение для тестирования. И протестировать мертвые зоны в профессиональном приложении. Все, переходим. Начинаем мы как раз тестирование на Android TV TV Box. Объясню. Дело в том, что на нем есть шикарное приложение Game Controller Tester, которое позволит нам определить и мертвые зоны, смотрите, и момент того, как он подключается. Все, он определился как Xbox 360 контроллер. Фантомных никаких у нас гуляющих моментов нет, да, зеленые полоски вы не видите, да, все чудесно. Смотрите, все очень-очень мягко, но какие же у нас мертвые зоны мы сейчас с вами выясним. Для этого идем в More Test и выбираем расчет мертвых зон. Поехали. Левый, давай, расчет, мертвая зона 0. Правый, мертвая зона 0. Теперь 10922 степса, 13 бит определяется. А ну, смотрим. 0. Нулевые мертвые зоны. По кругу у нас, смотрите, сейчас мы будем крутить. И среднее количество ошибок 0,1. 0,1. Это как вообще? Это просто топ. Я вам серьезно говорю. То есть это вот на уровне каких-то вот очень-очень-очень именитых брендовых геймпадов, которые, ну, дают нам отличные показатели. Теперь дальше. Давайте с вами попробуем, ну, допустим, сейчас. Правый шолдер. Это правый. Так, у нас триггеров нету. Правый вибрик. Сейчас вибрирует. Левый у нас должен быть, левый у нас асинхронный. Отлично, у нас асинхронные двигатели, и правый, и левый работает. Правый мелкий, левый большой асинхронный. Все, хорошо. С этим мы справились. Теперь дальше. Пробуем все кнопки. Курки работают как курки. Абсолютно идеально. При фиксации они работают как кнопки. Все, тут вопросов нет. Left shoulder, right shoulder. Вот эти вот тоже определяются у нас. Эти работают как кастомы. Эти, ну, они работают как под кнопки через определенный свой... Это как транспорт идет. Вот эти 4 кнопки как транспорт по определенному протоколу. Теперь
Эти все у нас кнопки срабатывают, крестовина срабатывает, R3, L3 срабатывает. Сами по себе эти работают. Слушайте, это очень вменяемый, классный геймпад. Прям вообще очень сильно нравится. Давайте попробуем во что-нибудь сыграть. Здесь достаточно сыграть в одну игру, которую я обычно... Ой, я выключил его. Которую я обычно играю на ТВ-боксах. Она очень... Ой, не эта игра. Это Subdivision Infinity, ну, Subdivision его нажимают по-разному. Тут конкретно проверяется прицеливание. Это очень важный момент. Давайте нажмем Resume. Полная совместимость с геймпадом, тут как бы вообще вопросов нет. И полетели. Ой, слушайте, как же ж удобно целиться. Сейчас мы... А какой кнопкой мы стреляем? Ага, все, я нашел. Удобно целиться, действительно, отсутствие мертвых зон. Это вот, знаете, прям... Так, одного сняли. Сняли. Тихо. Еще двоих. И будем переходить уже на компьютер. Смотреть тесты и тестировать. Есть там такой немаловажный аспект. Так. Переходим, добиваем третьего. Воу. Прицеливание просто на высоте. Ну, серьезно говорю. То есть как есть. Если геймпад хреновый, например, как и Пеги сейчас делают, фигню какую-то, то это хреновый. Ну, я молодец, я врезался в него. Это я умею, поэтому вы сильно там не переживайте. Я просто умею так именно летать залихватски в этом плане. Все, я его взорвал, сам взорвался, все, можно выходить дальше. Ну что, увидели, да? Теперь хочется подключить к ПК. Нет, слушайте, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас посмотрим, переключаю на Android смартфон. Идем в Bluetooth. Сейчас мы включим. Я хочу приложение посмотреть. Где там наш геймпад? Я его не вижу вообще. Где он тут? Я ж на нем играл. Ну давайте связать новое устройство. Ага, есть G5 Pro V2 подключение. Теперь по кейлинкеру. Приложение. Вот он, G5 Pro V2, но я вам рассказываю как есть. Приложение кривое. Меня постоянно отпахивает геймпад от него. Вот, я включил сейчас геймпад, оно соединилось. Есть здесь раздел джойстики. Ну, вы видите запись экрана. Вот опять отпахнуло. Есть приложение кастомизации, но тут стоит учитывать вот триггеры. Здесь вот видите, есть кастомизация триггеров. Вы можете менять их различные. Видите, на Zero, на Medium вы можете менять ход триггера. Есть джойстики. Также можно менять у нас сенсивность и зону покрытия. Вот, блин, видите, отпихивает. Но дело в том, что отпихивает, знаете, из-за чего? Из-за того, что у меня Google Pixel 10 прошка, XL-ка. И вот эта постоянная проблема у меня именно на нем с этим геймпадом, это с любым геймпадом на самом-то деле. Здесь у нас регулировка моторов с кнопками турбо, лэмп-лайты регулировать можно выставлять. И вазер у нас есть shutdown time без операций. Мы поставим, давайте, такую длительную, чтобы он не гас очень быстро. Моторы также можно управлять. Вот видите, все, он погас, потому что он считает, что нет никакой операции от Bluetooth и отключается просто-напросто мгновенно. То есть он не видит, то есть надо либо с ним взаимодействовать постоянно. Но сам факт того, что кейлинкер есть с базовыми настройками, они хуже, чем, например, у того же самого GameSira. У GameSira прямо сейчас на компе есть приложение. Они работают через кейлинкер, что мне не очень, откровенно говоря, нравится. Теперь дальше, на компе проверяем, что у нас видит комп. Сейчас мы включим с вами 2.4 опять. Включим. Я с компом только с 2.4. Через Bluetooth не люблю. Вот хоть убейте, не люблю через Bluetooth работать с геймпадами. Геймпад действительно топовый. Давайте посмотрим в новом интерфейсе. Старт-тестинг. И здесь у меня также вопросов нет. Мы с вами уже проверили мертвые зоны, аккуративность циркуляторную, и у нас все триггеры, то есть на компе наша с вами задача проверить совместимость этих самых кнопок, централка, видите, он совместим полностью с Xbox, который встроен в персональный компьютер. Когда нажимаю центральную кнопку, у нас вылазит консоль Xbox. Теперь
курки, триггеры, допки у нас через транспорт идут. То есть, если вы там хотите нажать кнопку, допустим, какую-то забиндить, вот эту дополнительную, то именно на Android смартфоне, либо на iPhone, они тоже есть, эти приложения, это все можно сделать. Тут все как бы хорошо. Давайте посмотрим, как это все дело выглядит в Steam и чуть-чуть поиграем. То есть, он как Xbox 360, конечно же, детектится. Что по Steam? Идем с вами в настройки. Где наш геймпадик? Контроллер. Он как Xbox 360. По тестам все идеально, он совсем совместим, да, кнопки нажимаются, все адаптивно работает. При этом триггеры работают именно как триггеры, а не как кнопочки, все хорошо. Слушайте, ну я прям вот очень доволен. Давайте теперь играть. Смотрите, для того, чтобы оценить циркуляторную работу этого геймпада и правильность прицеливания и отсутствие мертвых зон, я использую всего лишь 3 игры. Мне этого достаточно. Ну, Rift Breaker, кто не знает, шикарная игра, все отлично срабатывает. И здесь главное прицеливание именно идет по циркуляторному кольцу, когда вы уже начинаете двигаться именно в движении, плюс циркуляторное прицеливание. Смотрите. Отрабатывает шикарно. Действительно, геймпад мне нравится. Геймпад шикарный, движения мягкие, прицеливание четкое. Сейчас мы давайте найдем каких-то собачек. Не знаю, тут есть собачки, какие-то монстры. Сейчас дойдем. О, вот я пошел. Сейчас грибочки вот эти все поразбиваем. Давай, иди сюда, гриб. Ах ты, чертов гриб. Короче, ну, действительно, очень красивая игра. Кто не играл в Rift Breaker, поверьте, это прям такой жанр шикарный. Так, а вот на той стороне есть красные эти. Давайте выходим. Сейчас по собачкам. Смотрите. Вот, прицеливание четкое, позиционирование отличное. То есть я передвигаюсь и стреляю действительно без каких-либо проблем. Поэтому для вот такого жанра игр, именно сверху, с четким прицеливанием во что-то, ну, отлично подходит. По поводу прицеливания именно в шутерах, тут мы будем тестировать с вами на одной старой игре, которая по сути одна из самых сложных. То есть мы сейчас вот в Steam запускаем, давайте стартуем. Так, оцениваем движение в разные стороны. Давайте лево-право, пошло, ну стрелки нам не нужны. Так, прицеливание. Слушайте, а вообще насколько точно? Ну, сейчас попробуем, подождите, сейчас попробуем попасть в огонечек. Давайте. Да, слушайте, вообще отлично. Есть. А ну, куда-нибудь. Мягкое прицеливание, мягкое, очень точное позиционирование. Вести цель отлично. Давайте дальше пойдем. Там сейчас будут небольшие столкновения. Ну, сейчас поприцеливаемся сюда. Слушайте, если это будет автомат, например, либо какое-нибудь оружие с автоматической очередью, то это будет прям очень-очень удобно. Так, сейчас попробуем пострелять во врагов. А ну, давай. В голову ему сейчас. Тюх, есть. Второй, есть. Еще раз. А ну, давай. Ну, здесь уже еще раз есть. Давай, накрывай его, блин. Куда он делся? Иди сюда. Там сейчас сбоку меня стрелять будут. Давай. Есть. Так, дальнего. Смотрите, на дальность один есть. Давайте его еще раз снимем. Есть. И пробуем дальнего снять. Тоже есть. Шикарно. Все, ребят, я вот очень. Сейчас попробуем еще по квадратам пройтись. По квадратам здесь я обычно проверяю ведение геймпада. Да, нет. Вот тут вот вопросов нет. Знаете, у меня в чем вопрос есть? Меня бесит то, что приложение на андроиде. Извините меня, мне чтобы постоянно кастомизироваться, мне нужно брать и открывать это приложение. Последняя игра, на которой я пробую, Horizon Zero Dawn. Здесь у нас именно приближенно это консольный гейминг. Здесь очень важно именно ощутить вот эту консольность. Почему? Потому что я на PlayStation 5 проходил Horizon Zero Dawn и потом Forbidden West и вообще всю серию проходил на геймпаде. Тут тоже, видите, я сейчас пробую глазом, веду дерево, вот верхний глаз, я обычно на этом проверяю, веду глазом дерево и ощущаю консольность, приближенную консольность, да, то есть для меня важно понимать, что я смогу здесь играть как на PlayStation 5 и получить тот же самый experience, тот же самый опыт. Неплохо, очень неплохо. Давайте скипнем и побежали дальше. Сейчас мы камушком еще поцелим. Так, прыжочки. А ну давайте чуть попрыгаем, сейчас как жабка. Ну давай, попрыгали.
Прыгали. Реакция отличная. Input лага практически нет. Он вообще не ощущается никоим образом. Если играть через донгл 2.4, никакой задержки практически нет. Так, а ну побежали. Давайте робокони валите отсюда. Да пропусти уже раз, блин. Так. Кстати, одна из самых красивых и самых интересных сюжетных игр с открытым миром. Вообще шикарно. Так, берем камушек. Давайте попробуем тоже наведение. Бросается. Все хорошо. Давай поднимем. Попробуем понаводить навесом. Да, вообще в Horizon вот прям чувствуется вот эта вот градация, наличие большого количества, именно высокое разрешение стиков, вот этих вот джойстиков, как их называют, аналоговые, хотя они уже давным-давно не аналоговые. Прям вообще шикарно. Слушайте, ну я в принципе-то своем готов уже делать выводы по такому геймпаду. Очень неплохо, очень неплохо. Из минусов я вам скажу сразу. Для меня вот чуть-чуть завышенная цена для не бренд. Это бренд третьего эшелона, китайский бренд третьего эшелона. Если сравнивать, допустим, с GameSir Tarantula. А где моя Тарантула? Подай мне, пожалуйста. Если брать GameSir Tarantula, который я использую на постоянно, сейчас мне покажут, то я, выбрал бы GameSir Tarantula. Но по аккуративности прицеливания, по отсутствию мертвых зон, хотя они чуть-чуть принципиально два разных геймпада. Мне больше нравятся вот эти вот PlayStation 5 стиль, да, там два разнесенных вот этих геймпада, он мне больше нравится. Если брать, допустим, по Xbox вот такому варианту, то вот G5 Pro, он прям шикарен. Он прям шикарен. Разочаровало приложение. Приложение гадкое. Гадкое приложение, слабое приложение по сравнению с тем, что есть у GameSir, оно никакое. А по управляемости это прям 5 из 5. По управляемости, по Game Experience, по вот этим асинхронным моторам, по вот этим вот цветному оформлению и по самому вот функционалу, именно самого геймпада, как геймпада, а не, допустим, дополнительного функционала кастомизации, он просто шикарен. Сменные свечи, нормальные кнопки и вот все классно. Кроме тех минусов, которые я вам сказал. И, конечно, цена бы вот $35, прям золотая цена была бы. А в остальном все. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.